Куда идем мы, капитан? Большой секрет. Всем привет! Это наш фильм о путешествии на парусной яхте вдоль южного берега Турции. Мы стартовали на лодке из города Финике, подняли паруса, а это наш молодой капитан Ян. Не верите? Ладно, вот он справа за штурвалом. Снова не верите? Окей, наш главный герой вот. Ты хочешь уехать в другой стране жить? Ну, в какую ты страну хочешь уехать? В Таиланд? Я тут полностью с тобой согласен. Погода была хорошая. Когда Ян сдал вахту, то принялся за съемку происходящего из себя. Все еще снимаешь кино. Держи, ты видишь себя? Ты нажал? Тем временем направляемся. Мы идем в сторону Алании, но остановимся в местечке под названием Чиралы. Мы шли мимо гор, вокруг было очень красиво, паруса на фоне облаков тоже выглядели красиво, солнце садилось, море, посмотрите, какого цвета море, изумрудное. Давайте еще раз теперь нормально представлю нашего капитана. Иван 7 футов под килтом, Морозов. Нормальный такой мужик. Посмотрите, какая у него борода. Завел нас какую-то дичь. Мы приближаемся к одной из моих любимых стоянок на южном берегу Турции. Это населенный пункт и пляж Чиралы. Ну вот, видишь, зеленый мыс такой с деревьями. Его надо обойти, сразу слева будет стояночка. Стоянка будет под скалами, это грунт, песок, держит хорошо. Единственное, не защищает от северных, северо-восточных, восточных, юго-восточных и южных ветров. Но место в вечернем освещении обалденное. Вот, кстати, Алина и Саша красиво стоят в лучах солнца, пока Ваня срочно бежит кидать якорь. Длинный такой красивый пляж в долине двух речек и окаймленный такими горами, хребтами красиво возвышающимися. Классное место. К вечеру все уже проголодались, и мы сделали заплыв на берег в поисках еды. Шли целую вечность, собирали ракушки, любовались закатом. Смотрите, как похоже на Таиланд. Ну, почти. Заказали дофига еды. Все подорожало достаточно сильно. Один раз поесть в ресторане – это 3-3,5 тысячи рублей на человека. Однако турецкие сладости того стоят. В долине одной из горных рек, на склонах этого ущелья, раскинулся городок античный. Мы находимся на развалинах античного города Олимпос, который был основан ранними эллинами в период их колонизации Анталийского побережья. Место для основания города было выбрано очень удобное. Здесь протекает река, у них всегда есть доступ к пресной воде. Город защищен с 3 сторон горами и скалами и имеет удобную гавань, где сейчас стоит наш гордый корабль. Ликийские города, находящиеся на этом побережье, основали собственную лигу с их представителем, в том числе в Римской империи. Почему ты отходишь от меня? Самые древние находки в виде ликийских саркофагов датируются 300 годом до нашей эры. То есть все примерно местные развалины и города выглядят так. Сначала это какая-то ликийская цивилизация, потом греки и поздние греки, потом римляне, потом османы. Ликийцы были заядлыми мореходами, и верхняя часть гробницы – это, по сути, перевернутая лодка. Смотри-ка, интересно, в данный момент ведутся раскопки. Видишь, они каждый год откапывают что-то новое. Там есть еще прикольные места. Пойдем полазим. Интересное место. Мостики, арочки, ворота, дома с мозаикой. Сохранилось очень мало, но тем не менее есть на что посмотреть. Я помню время, когда это все было вровень с землей, вот так вот, метра на 2, наверное. Они постепенно откапывали, как-то очищали, что-то, видимо, настраивали. Смотри, прямо у тебя дома вот выросла такая сосна, да? Весь день мы провели, гуляя по развалинам Олимпуса. Забрались на холмы, чтобы увидеть пляж сверху. Где-то на пути вниз мы встретили местных павлинов. Вечерело, но с пляжа уходить не хотелось. Для ужина мы переместились в соседнюю бухту. Некоторое время солнце чудесным образом освещало вершину гор вдалеке. Саша приготовил ужин из риса и овощей. Также были турецкие сладости, тихий вечер и глубокий сон. Мы проснулись в Кроличьей бухте. Это я ее так называла, потому что все утро мы наблюдали с яхты, как кролики бегают по пляжу, и как солнечные зайчики мелькали над нашими головами. Вода выглядела прозрачной и теплой. Вкусный завтрак и свежие фрукты с видом на море и горы – это важная часть путешествия. Очень хотелось погулять по этому острову, так что мы сначала переправились на него на шлюпке,
нашли и объели зрелыми плодами шелковицы, пробежались по полям цветущей горчицы. Ну а там в голову ударяет дурманящий запах весенних цветов и хвои. Мы обнаружили тропинку в гору, забрались на нее, заглянули на противоположную часть острова, смеялись, наслаждались природой, ну и сделали общую фотографию. Мы отправились на следующий остров, шли на парусах, пели песни, пили прозрачный чай, прыгали в воду. А вот и наша следующая остановка. Это место называется Мира. И история этого места достаточно типичная для этих краев. То есть сначала это неолитическая стоянка, стоянка бронзового века. Потом со временем стала эллинской колонией и входила в состав Содружества ликийских городов. Является важным городом Ликии. И самые древние сооружения, которые мы здесь можем наблюдать, это выдолбленные в скалах гробницы ликийской знати. Насколько мне рассказывали, в архитектуре этих гробниц придерживались концепции города живых людей. То есть, как эти люди жили в своих домах при жизни, так же должно и выглядеть после их смерти их быт. Причем можно было при жизни заказать себе гробницу. Получается, что была еще реклама, видимо, людей, которые делают гробницы. Реклама, мастер гробницам, да. И понимаешь, сколько лет надо ее выдалбливать? То есть, когда тебе лет 20, ты уже заказываешь свою гробницу, да, и тебе архитектор, это же надо еще встроить ее грамотно в общую, да, концепцию. Все двери проломлены в эти гробницы, но потому что нельзя 2000 лет смотреть на гробницу и ни разу в нее не вломиться, да? Кто-то рассказывал из гидов, что здесь даже гладиаторские бои велись. То есть сначала греки здесь просто театр делали, потом пришли римляне и сказали, это очень скучно. Раздали актерам шлемы, мечи и заставили драться со львами. Это ликийцы, они умели так обрабатывать камень и вообще делились на две гильдии. Это были каменщики и рыбаки. У каменщиков могилы, склепы, которые мы видели в скалах, это ликийцы из гильдии каменщиков. И в их захоронениях еще были найдены инструменты, которыми они работали с камнем. А у ликийцев-рыбаков саркофаги в виде перевернутых лодок, которые мы видели, например, в Олимпосе. Также в Мире находится древняя церковь, где жил и работал святой Николай, именуемый в турецком языке Ноэль Баба, а в английском Saint Nicholas или по-другому Санта-Клаус. Пока неизвестно, но Николай Златоварец скончался в 343 году, то есть около 200 лет разница. Но после его смерти в 529 году землетрясения случились. Храм, который он служился, разрушились, потом заново это в 6 веке был построен. Это легенда, это, конечно, недостоверная, под вопросом. Может, у него настоящие гробницы еще стоит, надо совершать раскопки, посмотреть. А еще глубже. Серьезно. Может быть, есть много версий, конечно. После того, как создали Республика Турция в 1923 году, это уже церковь превратились к музею. Говорят, что это наш человек. Ага. Он до самой смерти жил здесь, это наш человек. По пути в порт мы обсудили с водителем курс турецкой лиры, который сильно упал к моменту нашего путешествия. А водитель сказал, что это еще не конец. Курс искусственно удерживается в преддверии выборов президента. А после них лира и вовсе отправится в полет. Так и вышло. А это Кеково. И мы уже на местной лодочке отправились посмотреть древний город Симена, который в современной Турции известен как Каликёй, что означает деревня-крепость. Долго поднимались по лестнице пешком,
На пути местные продают фрукты, разные бусы, травки, поделки, одежду. Так мы и добрались до вершины. Панорамные виды действительно захватывают дух, особенно на закате. Крепость вполне прочная, чтобы отбиваться от пиратов и сейчас. Как и во всех местных руинах, здесь тоже есть амфитеатр. За пределами крепости открывается вид на те самые саркофаги моряков и лазурную прозрачную воду. Вот Ваня рассказывает про это, а ему же сами ликийцы рассказали. Напротив, на острове Кекова, находятся руины города, который ушел под воду в результате землетрясения. Вот лестница, вот отпечатки старых стен. А это, кажется, фундамент дома. Купаться тут запрещено, поэтому мы опустили в воду только камеру. И вот что мы увидели. У этого ликийского городка даже есть название – Долихисте, что переводится с греческого как «протяженный», «длинный». Он ушел под воду во II веке нашей эры. Турция весной, в меру тепло, в меру прохладно. Томные оранжевые закаты, красочные рассветы. Эти короткие шоты с якорной стоянки в Кеково. Смотрите, какое все зеленое. Но это ерунда, главное, что здесь в Кеково есть большая ремонтная база флота для гулет, деревянных прогулочных судов. Сейчас их лихорадочно готовят к началу сезона, и я прекрасно понимаю их чувства. Ладно, день обещал быть легким. Мы вышли в море в сторону Гёчика, подняли паруса, ну а дальше, как говорится, история. We celebrate like I finished probation, boy. Not a can with no chaser, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy. Open up your facial like your boy in his prime. Equal dinner time. За что-нибудь, лучше вниз пусти. Право руля, подожди. Так держать. Все нормально, уплывем. 30 удобно. Поскольку на южный берег Турции внезапно пришла плохая погода, Кэп решил укрыться в защищенной бухте на острове Терсане. Посмотрите, как здесь спокойно. Единственные жители острова – турецкая семья, которая держит ресторан и ферму. Хозяйка рассказала нам историю этого места. Здесь, возможно, производили вино или оливковое масло. Это то, что я слышала от стариков. А моя семья – фермеры. Разводим овец, коз, коров, а в летнее время открываем ресторан. Мы живем тут круглый год. А что же вы делаете зимой? Зимой рождаются барашки и козлята. Очень много работы.
А кто-нибудь приходит на яхтах зимой сюда? Да, приходят. Иногда остаются на целый месяц. Когда началась пандемия, многие жили здесь на лодках долгое время. То есть в пандемию ковида в этой бухте проживало целое сообщество яхтсменов на яхтах? Да, на лодках. Что касается меня, в моей жизни пандемия ничего не изменила. Я и до нее жила здесь точно так же. Я видел, вы печете собственный хлеб. Да, каждый день мы печем свежий хлеб. Ну а рыба? Где вы берете рыбу? Сами ловите? Да, наш рыбак здесь 4 месяца летом, каждую ночь выходит на рыбалку и рано утром привозит свежую рыбу. В отзывах многие пишут, что у вас высокие цены. Да, но они приезжают. Какое ваше самое известное блюдо, которое всем нравится? Баранина. Баранина. Да, баранина и мясо козленка. Мясо запекается 3-4 часа в печи. В закрытом ящике. Да, в большом закрытом ящике. Добавляем бахарат, немного турецкого черного перца, немного оливкового масла. Да, а также мои руки. Руки и немного любви. Это блюдо очень известно. Многие заказывают его в январе, феврале. Чтобы прийти и съесть в мае. Да. В мае, иногда в июне, июле. Вот сейчас сразу и попробуем свежайшую баранину прямо из печки, из огня. Очень вкусно. Мясо какая-то рту. Видно, что долго томилось. Отходит почти. Наверное, с набитым ртом нельзя на камеру говорить, да? Или нормально? Хочешь попробовать? Очень хочу. Я хочу остаться здесь. Она сказала, что я могу доить корову. Картошка, кстати, тоже отлично. Очень душевное место, приятные люди. И особенно классно, что в конце апреля здесь почти никого из туристов нет. На следующее утро зарядил дождь. И мы переждали его у камина, пили чай и тусовались с местными. И мучили традиционный турецкий инструмент саз. Кто там? Давай попросим. Что-нибудь спеть. Можете что-нибудь сыграть? Karıştı. Залив Фетхи хорош тем, что можно классно погонять на парусах при хорошем ветре и практически нулевой волне. А самая изнурительная часть пути для меня – это очередь на заправку перед заходом в Гёчек. Лодки нужно сдавать с полным баком, поэтому сначала все идут на заправку. А ветер сильный, всех сносит. Кто-то налетает на буи. А нужно еще соблюдать очередь. Все орут друг на друга, и никто никого не слышит. Я после Хэппинес иду, они после меня. Назад, отваливай. Это странно, потому что большой порт со всеми удобствами и такая засада с заправкой. Сотрудники чартерной компании, видимо, никогда не заходили туда сами. Ира, они вообще моряки или просто менеджеры? Я не был яхтсменом до того, как присоединился к этой компании. Но некоторый опыт я получил в Стамбуле. Я сам из Стамбула, я там родился. После того, как мы присоединились к EGG Yachting, мы стараемся стать настоящими моряками. Потому что сейчас у нас 30 лодок, и мы можем выйти самостоятельно в любой момент. У вас 30 лодок? Да, 30 лодок, 5 катамаранов и 25 однокорпусных. Я тоже не из сферы сейлинга, я скорее из сейлс, продаж. Я делаю так, чтобы нашим клиентам было комфортно. Эта компания на рынке уже 27 лет. А что касается пандемии ковида, велика ли разница между доковидным, ковидным и постковидным периодами? Когда началась пандемия ковида, это были времена борьбы за выживание. Мы старались отложить и перенести сроки чартера, насколько это возможно. Это началось в марте, и у нас апрель и май были полностью забронированы. Русские и украинские яхтсмены обычно бронируют в это время. И они все отменили брони. Реально тяжелые времена, если честно. Морской бизнес, береговой бизнес, всем было тяжело. Но мы сделали это, мы выжили. Теперь мы как одна семья.
А что касается российских туристов с их ограничением по оплате картами, как вы сейчас с этим справляетесь? О, это тоже сложный вопрос. Но мы понимаем, каково им приходится. Мы пытаемся им помочь, как только можем. Они могут производить оплаты наличными на базе. И я не блокирую депозиты на картах, потому что я знаю, что они не смогут их предоставить. Или даже если я смогу заблокировать депозит с их карты, его возвращение займет очень много времени. Он застрянет в банке. Реально сложно получить его обратно. Я специально взял с собой голландскую карту, чтобы оставить депозит, а вы потом сказали, что вы просто перепишете данные карточки и ничего блокировать не будете, пока я ничего не сломаю. Именно так, да. Мы всегда стараемся найти какой-то компромисс. Как часто ваш дайвер обнаруживает повреждение корпуса? Бывает. Иногда бывает. Это случилось на этой неделе, кстати. Русский яхтсмен, хороший парень, налетел килем на мель тут недалеко. Он вышел из марина в субботу, и это происшествие случилось в субботу вечером. И он никому не сказал. Он пришел в четверг, а перед этим он позвонил своему агенту и спросил, можно ли заменить депозит на страховку. Ну, то есть он понял, что попал в неприятности. А на наших лодках стоят GPS-маяки. Мы знаем, кто где находится и с какой скоростью идет. Когда он налетел на мель, скорость лодки была 6,2 узла. Мы подняли лодку на стапель и починили ее менее чем за 2 дня, кстати. Это на 100% ошибка шкипера, потому что ты должен смотреть карты и вообще должен быть ответственным. Он сказал, что ранее проходил на этом месте на катамаране. И я ответил, ну, осадка катамарана 1,1, 1,2 метра, а у яхты 2-метровый киль. После нашего эмоционального разговора он даже пустил слезу. Но сейчас все в порядке. Мы пожали руки, обнялись. Он был немного расстроен. Иногда это не их вина. В дело вступает секретная погода, о которой никто не знает. Но ты же должен быть готов и к этому, правильно? По пути сюда мы попали в шквал с порывами до 42 узлов, которого не было в прогнозах. Вот это оно и есть, о чем я говорю. Это то, что мы называем секретной погодой. Что-то еще хотите сказать или порекомендовать нашим яхтсменам? Конечно, бронируйте как можно больше. Я еще хочу пару слов сказать про русских. Они помогли нам выжить последние 2 года. Они очень храбрые, им плевать на пандемию, им плевать на военные действия. Они все равно приезжают в Турцию, приезжают сюда, чтобы ходить под парусом. У нас не так много вариантов осталось, кроме Турции. Да, и мы с вами на одной волне и легко понимаем друг друга. Турция – это одна из первых стран, куда смогли поехать советские люди. Спасибо, парни. До следующего раза. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы часто ходим по этому маршруту, так что присоединяйтесь к нам. Все, пока-пока.